Здравствуйте, Дмитрий. Привет, Люсь. Вы говорили много раз в своих подкастах о том, что саморазвитие — это миф. Говорил. Это как? Поясните. За слова надо отвечать. Да. Ну, смотри, в своей жизни я, добрая душа, пытался всегда всем помочь. И, как правило, главный враг человека – это его собственная глупость. Поэтому, если спасать человека, то от него самого. Человека нужно изменить, тогда он будет счастлив. Но как изменить человека? И я, добрая душа, пытался сделать людей лучше. Я пытался заниматься человеком, ему что-то объяснять, что-то ему втолковывать, к чему-то его сподвигать и зажигать. Но каждый раз меня ждал грандиозный облом. Люди не меняются. Ты же говоришь, что в школе твои люди меняются. Да. Поэтому однажды, поняв, что создать среду и человек изменится, я так подумал, так, многочисленные опыты показали, что больной умер от вскрытия. То есть, Лучше бы человека было и не заниматься, стало еще хуже. И у каждого психолога свое кладбище. Поэтому мы больше такие эксперименты не делаем. Я создаю среду, и эта среда меняет людей. Тру-ля-ля. Где-то 4 года назад мы серьезно взялись за проект СБГ и сделали его. И создалась мощная среда людей, которые действительно по-настоящему растут. И потом, путем окунания людей в эту среду, они стали меняться. Быстро и стремительно. Был один человек, через неделю другой человек вообще. И все это закрепляется. А потом эти же люди его сопровождают. Как? Ну вот секрет очень прост. Создай среду. Мы серьезно коллективом работали над средой, и когда она была создана, вау, тру-ля-ля, люди стали меняться. человек не развивается сам по себе по одному. Это имеется в виду? Я понял, что всегда человек принадлежит какой-то среде уже. И если ты хочешь его изменить, то ты должен выцепить его из одной среды, в которой приняты одни условия игры, и должен погрузить его в другую среду, в которой приняты другие условия игры, под которой он по-любому прогнется. Человек социальное существо, он всегда прогибается под условия среды. Так вот, надо, чтобы у тебя было куда их окунуть. Поэтому школа – это среда, в которой люди меняются, потому что там принято совсем другое. Вопрос только в том, насколько люди будут чувствовать свою принадлежность этой школе, этой новой среде. Будда вообще говорил, что пока человек не почувствует свою принадлежность общине, его в общину принимать нельзя. Община – это школа. Это всегда школа развития. Это не место жительства. Это даже не какие-то люди. Это школа, где люди меняются, но среда остается. И, в принципе, современный опыт показывает, что любой современный университет – это среда, которая создается тяжелыми усилиями. И какая среда, так меняются и студенты. Если среда так себе, то студенты тоже так себе. Если среда классная, соткана из потрясающих людей, которые друг друга дополняют, то и студенты становятся потрясающими и классными. Вот, собственно, то же самое происходит у нас. Мы создали школу, мы создали потрясающую среду, и люди меняются в ней. Но если человек не чувствует с нами созвучия, к нам симпатии, принадлежности нашей школе, не понимает, не чувствует, что он ее носитель, для него это другая среда, он это другая, то она его не изменит. Только чувство симпатии, принадлежности вводит человека в среду, когда начинаются перемены. Поэтому, когда человек говорит, я развиваюсь сам, ты чьих будешь, человече? С кем ты развиваешься? Да, в какой среде ты существуешь, в какой среде ты чувствуешь свою принадлежность. Если это семья, или твоя работа, или твои друзья, или там какой-то еще другой коллектив, то ты будешь как они, и выше потолка, который там есть, ты никогда не прыгнешь. За исключением одного случая, когда ты оттуда выпрыгнешь в другую среду, в которой потолок-то повыше, или где вообще космос вместо потолка, как в нашей школе. Потому что космос – это то, к чему мы реально приводим. А что значит приводите к космосу? Это означает, что надо, чтобы в человеческом сердце пульс стал биться в одном ритме с космическим магнитом. Чтобы беспредельность поселилась в человеческих глазах, вечность опустилась в сознание, и человек начал бы чувствовать себя частью грандиознейшего мироздания. И в этом слепящем ощущении потока все несовершенства человека паникают и убегают. Тараканы перестают играть траурный марш по вашему развитию и разбегаются.
Все, можно расти. Только беспредельность делает человека достойным чего-то большего, дает ему достойную жизнь. Только беспредельность дает мощный толчок к развитию. Поэтому не надо, чтобы был потолок. И вообще через сорванную крышу лучше видны звезды. Ну, есть ли это то самое саморазвитие? Это не саморазвитие, человек не развивает себя сам, потому что его развивает среда. И те, кто эту среду создает. Создай среду, а она будет развивать людей. Но саморазвития я такого не видел. Даже если какой-то человек говорит, вот я был жирным лентяем, и тут я стал качать пресс, и у меня появились гантели, и появился вместе с ними, пришел в мой дом бицепс. Такой, хорошо, ты где это взял? Я вот, у меня друг, или там я вот смотрел передачу, что там бицепс. То есть ты почувствовал свою принадлежность не своему дивану, а чьему-то спортзалу, чувак. В твою жизнь вошел спорт. Так? Кто его привнес? Кому ты стал принадлежать? Носители этой среды, получается. Да? Среды спорта. То есть в любом случае ты не сам себя развиваешь. Кто-то вошел в твою жизнь со средой. Ты стал принадлежать этой среде, ты восхитился, ты проникся симпатией к другому образу жизни. Ты стал частью этого образа жизни. И он стал тебя развивать, но не ты сам себя, опять-таки. Саморазвития не существует. Нет такого, что сегодня ты лежал на диване, ковырялся в попе, а завтра вдруг ты стал суперспортсменом. Кто-то тебя ввел в спорт, но не диван. То есть, получается, единственное, что должен делать человек, это искать среду, которой он хочет принадлежать? Как панда По. Я думал, что ты сделаешь из меня не меня. Но когда он говорил это, то там были и другие соученики, в круг которых его ввели. Если бы занимались только им, ничего бы не произошло. Я занимался людьми. Ничего не происходило, пока не создалась среда, школа, в которую люди приходят и начинают меняться. То есть развитие возможно только в среде, и развитие среды и есть развитие? Человек глубоко социальное существо. Ну, давай приведу другой пример. Волки, медведи, ну даже медведи. Вроде бы живут сами по себе, развиваются сами по себе. Но оказывается, в лесу существует незримый социум медведей. Они друг друга чувствуют. И они чувствуют принадлежность этому братству медведей. И когда они делят территорию, они помогают друг другу таким вот образом. И вдруг, если какой-то медведь начинает нарушать правила, убивает медвежат, нападает на людей, вообще сходит с ума, что-то там не того у него, так, становится безнравственным, то все остальные медведи начинают негативно к нему относиться, показывают исследования, и выпихивают его, отторгают его из своей медвежьей среды, своего медвежьего братства. Он чувствует, что на него так смотрят, такой эффект Пигмалиона мощный, бам, и все, и он понимает, что его выгнали, при том, что он ни с кем не видится. Но он уже не часть медвежьего братства. И тогда у него начинают выпадать зубы, выпадать шерсть. У него начинают нелады со здоровьем, его начинает падает иммунитет, в том числе клеточный, начинаются глисты. И он в безумстве своем набрасывается на любую добычу, хоть какую-то. Как правило, он выходит, набрасывается на человека, это самая легкая добыча, его пристреливают, на этом его жизнь заканчивается. Вот у человека то же самое, только не все это понимают. Человек глубоко социальное существо. 99% влияния на него оказывает социум. Человеком манипулирует социум. Социум делает из человека то, что хочет. Мы все в матрице. И вырваться из матрицы можно только одним образом, стать свободным. Живой свободой, как это называют в Индии. Как? Перестать быть частью среды. Почему? Нельзя просто взять и перестать быть частью чего-то. Святое место пусто не бывает, ты должен заменить это чем-то. Так вот, ощущение космоса, беспредельности, принадлежности в вечности, то, что может заменить любой социум. А вечность тобой уже не манипулирует. Но надо, чтобы вечность ворвалась в твое сознание, чтобы ты действительно стал частью ее, чтобы ты чувствовал луч, который от тебя в космос, и это было бы всегда. И это было бы не проявлением очередной твоей глупости и воображения, а по-настоящему. Вот этому надо учиться. Но это единственный путь к свободе, к живой свободе. То есть все-таки отсутствие принадлежности любому социуму. Или как? Но космос это социум другого качества, не разрушительный. Он созидает всех своих детей. Но только надо к нему вернуться. В школе люди и между ними социум. Мы учим принадлежать вечности.
Это как возвращение блудного сына. Мгм. Мы все вышли из вечности. Христос говорил, почему люди не принадлежат небу, почему люди оторваны от бытия вечному, которому принадлежат по сути. Мгм. А как могу вернуть небо людям? Так он говорил. Это в апокрифах. То есть это все-таки тоже может быть между людьми? Или Если люди любой принадлежат, социум человека будет если топить? люди принадлежат вечности, то и социум между ними тоже есть вечность. Мгм. Поэтому любой человеческий социум будет топить. Вечность, только космос и беспредельность дают человеку право на существование как мыслящего существа. Все остальное будет питаться им как питательной средой. Мгм. Ну, это то, что люди называют эгрегором. И, Да. по сути, люди, говоря о саморазвитии, пытаются вырваться из эгрегоров. Но они пытаются это сделать по одному. Почему так происходит, что у них не получается? Я думаю, что это эгрегоры внушают людям мысль о саморазвитии, о том, что можно жить без эгрегора, потому что человек успокаивается и думает, что он уже классно, уже все сделал, а на самом деле он по самые гланды в болоте. Мгм. Вот им проще манипулировать, когда он не чувствует опасности. То есть человек, который думает о том, что он саморазвивается, на самом деле обморочен. Полностью. Он уже в кандалах, он уже раб. Мгм. Просто ему вкололи обезболивающее от этой жизни, чтобы он сильно не страдал. Платон говорил, что люди не свободны настолько, что они даже уже перестали страдать от своей несвободы. Они просто питательная среда. Мгм. Увы. Но мы не такие. Это хорошо, Нас когда есть не прет, такие. потому что за нашими плечами космос. Оттуда сила. Да, только так. По-другому не бывает. Спасибо, Люся. Спасибо вам.